Раз в месяц ты проверяешь свою мошонку. Я ни разу не дрочил, 100% в задницу залезу только в редких случаях. Мы с ними потрахались, а на следующие 2-3 дня у меня появились мандавошки. Он не превратится уже в быка-семенителя. Я здесь сижу для того, чтобы тебе помочь. С вас 100 тысяч рублей, мы сейчас вас полечим. Такое себе развлечение. Привет, друзья! Денис Балабас на связи, а это подкаст 69. Продолжаем тему здоровья. 8-й сезон. Я пригласил своего хорошего друга, врача, андролога, уролога, эндокринолога, сексолога Андрея Лычагина. Салют. Привет. Андрей, был ты у меня в 2021 году. Да. Это был 2-й сезон. Это еще до локдауна был, да? Да. Нет, подожди, локдаун же был в 20-м. В 20-м? Я Да. уже не помню. Ну вот, начинается. Тут помню, там не помню. Время-то было какое замечательное. Мы с тобой пообщались, я нарезал кучу разных роликов, они собрали просмотры, за что тебе огромное спасибо. Особенно в ТикТоке. Сразу просто прелюдия к тому, чтобы люди понимали, о чем сейчас будет беседа в этом ролике, который собрал, по-моему, 6 миллионов просмотров и 100 тысяч лайков и кучу комментариев. Была тема того, что я возмущался, какого хера, точнее, какого мазка урологам приходится залазить к нам в уретру, чтобы узнать причину какой-то боли, взять какой-то анализ. Хочу спросить, доколе это будет продолжаться? Почему в 21 веке до сих пор простату проверяют пальцем? Я не проверяю. Ты не проверяешь. Естественно, в комментариях куча неленивых людей написали, что типа, а ты попробуй родить. Попробуй-ка родить 4, да еще с осложнениями. Вот. Только единственная причина-то в том, что народ не понимает, что вы сравниваете жопу с пальцем. Я-то говорю о том, что это простейший просто анализ, который нужно сдать. А вы говорите о том, что вы хотите мне передать ту самую боль от родов. Ну, это все равно, что, я не знаю, тебя долбанут 220 вольт, у тебя будет одна боль, и тебе отрубят руку, у тебя будет другая боль. Ну, категорично. Мы сегодня говорим о здоровье, мы сегодня говорим о профилактике, мы сегодня говорим о урологии, о твоей теме про то, чтобы мы плодились и размножались. Репродуктивная функция. Вот она, самое главное. Короче, я написал тут кучу вопросов. Тебе показываю тоже. Ты их ознакомился, засмотрел, я надеюсь. Читал, изучал, все готовился. Отлично. Поехали. Я буду читать временами по бумажке, потому что я не такой великий и могучий. Но ты думаешь, опять будет куча комментариев, которые будут меня называть сексистом, и включатся мамашки, которые будут говорить про, что вы опять защищаете мужчин? Ты защищаешь мужчин в натуре? Да, и мы можем об этом поговорить, потому что вот сразу отойдя от этого, буквально недавно был ролик в запрещенной сети Инстаграм. Так. И там Так. одна женщина, ну такая женщина прям, да, заходит в овощной магазин и смотрит на маленькую морковку и говорит: вспоминаю своего бывшего. Так. И там куча комментариев по поводу того, что женщина, да-да-да, это мой бывший, а у моего Вани такой же был, а у Пети такой же, и там ликование женской аудитории идет. Я пишу комментарий, как так, классический хейтер, да? Я говорю, интересно, а если бы такой ролик выложил бы мужчина в хозяйственном магазине, смотря на ведро, и говорит: вспоминаю свою бывшую. Какие бы были комментарии под этим видео? Короче, этот мой комментарий набрал больше всего комментариев в этом видео. Там порядка 10 тысяч комментариев от разгневанных женщин, что у нас не ведра, а у вас, правда, маленькие морковки. Поэтому здесь, в любом случае, я не сексист, но я защищаю мужчин, не защищаю мужчин, а говорю, что, правда, женщинам почему-то в сетях можно по-всякому обижать мужчин по поводу размеров, неумения, что они не могут найти клитор, а женщины у нас могут все. Но хотя в основном все проблемы в сексуальных отношениях происходят чаще всего из-за женщин, но не из-за мужчин. И об этом мы тоже можем поговорить. Интересная версия. Ты перечислил прям уже горячие какие-то темы. Мне придется обязательно их поднять. Так, как ты это делаешь для своих пациентов, чтобы у них это поднималось и не падало никогда. Я им рассказываю, как поднимать. Поднимают они сами. Что делать? Что делать, если ощущается жжение или боль при мочеиспускании? Но идти к врачу стыдно.
Можно ли как-то перетерпеть? Ну, ну, нет, слушайте, но мы же не в каменном веке живем. И если есть какая-то боль и жжение, это уже показатель того, что организм дает знаки, что что-то не так. Ведь же вот эти боли, жжения не так просто происходят. Это ответ головному мозгу, что нужно что-то делать. Нужно моменты какие-то предпринимать, чтобы организм озадачился и начал решать эти вопросы. Если есть боль и жжение, значит, есть нарушение функции там. Мгм. Жжение может быть из-за чего? Банально. Даже из-за камней в почках, да, условно, пошел песок, как у нас говорят некоторые, да, там микролиты идут, соли, которые могут корябать слизистую уретры, то есть мочеиспускательного канала, которая воспаляется, и за счет там, мочи происходят вот эти болевые ощущения. То есть это раздражение. Есть инфекция, которая начала развиваться на слизистой мочеиспускательного канала. Конечно, это травмируется слизистая, поэтому вызывается боль и рези. А дальше мы этим не будем заниматься, это не будем лечить, это будет усугубляться в какой-то более глобальный процесс, и ты все равно окажешься в кабинете у врача. Только ты окажешься в кабинете у врача у меня, в комфортном, хорошем кабинете, ну или у моих коллег амбулаторного звена, либо ты окажешься уже в стационаре. Ну, в любом случае получается, что переждать не получится. Нет, не переждать, не перебздеть, это не получится. То есть здесь нужно этот вопрос решать сразу. И чем раньше эти вопросы будут решены, тем это будет менее травматично для организма, менее финансово затратно для человека, менее болезненно, и быстрее ты выздоровеешь. Когда мы пытаемся что-то запить каким-то препаратом, как вот я, например, знаю, у меня много пациентов, которые в разных сферах работают, да, вот, и у меня приходила на прием не мужчина, а женщина. Она работает в сфере интимных услуг. И она говорит, что я после каждого клиента делаю себе инъекцию цефтриаксона. Это что такое? Антибиотик, который лечит гонорею. Прекрасно. Я говорю, а зачем ты это делаешь? Она говорит, для профилактики. Как Я говорю, прекрасно. а антибиотик, который ты принимаешь каждый день? Каждый день? Она говорит, ну, иногда даже 2 раза в день колю. Я говорю, ты понимаешь, что организм твой уже не чувствует, во-первых, это цефтриаксон, потому что у тебя развился к нему просто, не чувствует отсутствие чувствительности, резистентность. И если ты даже заболеешь какой-то инфекцией, передаваемой половым путем, то он уже тебя не спасет точно. И это вот к тому, что нельзя пить препараты, не зная от чего. На всякий случай. Там кольнуло, выпил таблеточку на всякий случай. А Да. можно еще пугалку сейчас сразу? Давай, конечно. Прекрасное заболевание сифилис, Так. которое вызывает бледная трипанема. Ну, это такая, да, там, и она очень чувствительна ко всему. Поэтому ее условно это называют бледной такой. Она бледная. Вот. И здесь получается какая ситуация? Первичный очаг заражения сифилисом может протекать изначально как легкая симптоматика ОРВИ. Зуд, ломота, что-то как-то недомогание, как будто ты что-то... У нас что люди любят при этом? Выпить на всякий случай для профилактики антибиотик. И в этой ситуации эта бледная трипанема в какой-то один момент, она спрячется в организме и будет ждать своего второго выхода. То есть, и в основном, почему сейчас, на данный момент, первичного очень мало, а в основном вторичный сифилис, когда люди приходят уже со вторичным сифилисом. Это уже серьезная проблема для организма. Вот такие вот пугалочки говорить нужно, чтобы в первую очередь, чтобы просто так не пить антибиотики, если вдруг что-то где-то кольнуло. Слушай, а ты не думаешь, что из-за таких вот пугалочек мужики, наоборот, не будут приходить к тебе? Это же как бы, может быть, это стереотип, но мне кажется, до сих пор, чтобы нормальный, так сказать, скажем, среднестатистический мужик, чтобы он пошел к урологу и проверился, мне кажется, до сих пор это превалирующий процент, который, просто не идет, потому что я мужик, зачем мне это нужно? А страх чего? Узнать диагноз или страх манипуляций? Я думаю, и то, наверное, все-таки. Страх диагноза узнать – это верхняя глупость, да? То есть это по-другому никак. А если другие ситуации? Это боязнь узнать, что у тебя что-то не так, да? Конечно. То есть я условно там чем-то заразился, если я это знать не буду, значит, мне от этого будет легче. Но здесь скорее, понимаешь, еще сама тематика, она достаточно стигматизирована, она достаточно интимна.
И чтобы мужик пришел и признался о том, что, блин, у меня вот там мандавошки появились, понимаешь, это же действительно, вот я недавно рассказывал историю про то, что у меня была такая приколюха, 18 лет мы праздновали день рождения, я познакомился с девчонками по СМС, которые живут в соседнем доме, они пришли ко мне, мы с ними потрахались, а на следующие там 2-3 дня у меня появились мандавошки. Тоже крошки. Тоже крошки, да. Понимаешь, какой пиздец был? Просто мне 18 лет, интернета нету. Друзей, знакомых, ты с ними не поделишься вообще ни в коем случае. Родители тем более. Тогда я там сбриваю это все. И вот под таким вот страхом, вот то, что я сейчас приду к какому-то доктору, скажу, что у меня вот там. Ну, понимаешь, это такие вот собственные тараканы в голове бродят, что ты просто не понимаешь, может, как-то решить эту проблему. Но я пришел, я сделал это. Через не могу, там, ну, я это сделал. Но, блин, сейчас-то... Это когда было? Когда тебе было 18 лет? Да, когда мне было 18 Тогда лет. не было таких классных подкастов, как сейчас. Понимаешь? И вот сейчас увидят люди, молодежь, а, кстати, молодежь гораздо более открыта, и они быстрее приходят на прием, нежели чем там поколение 40+. И это до сих пор так сложно внутри у них, что пока вот жареный петух в жопу не клюнет, я не приду на прием. Такими программами мы, в принципе, и даем показать людям, что у нас не страшно, что мне рассказывать про это не стыдно, меня ничему не удивишь. Я, наверное, в своей жизни только член с 2 залупами не видел. И то, наверное, видел. Ну, то есть меня вряд ли чем-то можно удивить. Маленьким, большим размером, волосатые, лысые, гонорея у тебя, сифилис, да мне это без разницы. Я здесь сижу для того, чтобы тебе помочь. И вот это нужно понимать. Если тебе страшно сдавать мазки, я тебе предложу другие варианты сдать. Если ты категорически не хочешь смотреть свою железу, там, даже против УЗИ, я тебя отправлю на МРТ. Иди делай МРТ, тебе послойно разрежут всю твою простату. На фотографиях я имею в виду. То есть сейчас медицина того уровня, что у нас не больно, у нас не страшно. Я не проктолог, я уж 100% в задницу залезу только в редких случаях. У меня столько девайсов электронных в кабинете, которые мне помогут увидеть железу без пальцев задницы. Слушай, ну допустим, скажем так, это самосмотр, да, самая собственная профилактика самого себя. Она, допустим, да, там раз в месяц ты проверяешь свою мошонку. Да ладно, мошонку надо каждый день проверять, когда ты утром просыпаешься, чешешь яйца, это ты просто проверяешь. Почесал. Не, ну ты почесал, да. Ну, это же, это как? Это прям необходимость? Или можно, там, допустим, раз в месяц, вот как я сказал, и ты говоришь прям каждый день. Кому-то, может быть, это прям максимальная брезгливость. Ну, здесь самодиагностика, конечно, она важна, как самосмотр. Как мы смотрим на себя в зеркало, да, там, мы смотрим, у нас выскочил какой-то прыщ на носу. Мы же думаем, из-за чего это произошло, да, там, либо герпес на губе. Также можно и осматривать свои гениталии. И здесь ничего такого нет. Когда ты писаешь элементарно, если ты не обрезан, то нужно понимать, что писать нужно с открытой головкой. Когда ты писаешь с открытой головкой, ты сразу визуализируешь свои слизистые, да? Дальше ты можешь оценить характер своего мочеиспускания. Должна быть струя хорошая, сильная, с нормальным напором. Если у тебя получается струя вялая, какая-то прерывистая, то течет, то не течет, то тебе приходится тужиться, чтобы опорожнить мочевой пузырь, значит, здесь что-то не так. Если ты вышел из туалета, и ты чувствуешь, что не до конца помочился, что тебе нужно опять идти помочиться, то это чувство неполного опорожнения пузыря. Значит, есть какие-то проблемы там. Это уже тоже определенный звоночек. Другой момент по поводу половой жизни. Когда говорят мужчины, что они только живут половой жизнью и не мастурбируют, это тоже бред. Каждый мужик мастурбирует. Хотя бы там раз в какое-то время. Все зависит от его половой конституции. И здесь тоже важно оценить. А вот сейчас, особенно взрослых мужчин касается, а что у тебя сейчас со спермой? Она выстреливает либо вытекает? Интересно. Раньше выстреливала, а сейчас почему-то вытекает, как сок березовый. Так. Значит, тоже какие-то... должна выстреливать.
конечно. И Степень дальности? Ну, здесь уже как... Все зависит от мышц тазового дна, кстати. От этого-то. Если есть проблема в тазу, значит, получается, слабые мышцы. Обычно это у мужчин бывает, у которых там есть больше малоподвижный образ жизни. А от этого-то начинается и оргазм становится более смазанный, не такой интересный. Когда ты выстреливаешь, ох, а когда вытекает, ох. Интересно. То есть вот она самодиагностика, когда ты сам себе доктор, да, который может понять, что у тебя, в принципе, нет никаких проблем со здоровьем. Либо они есть, либо они начинаются. Ну а когда есть резь при мочеиспускании, то это первый признак того, что нужно бежать к врачу. И уважающий себя доктор, когда ты придешь на прием с резью, никто не будет тебе засовывать еще ёршик в уретру, чтобы еще больше тебе вызвать какие болевые ощущения. Я скажу, 3 часа не мочись и первую порцию сдай. И мы оттуда все посмотрим. Я читал, что есть некое предположение, что размер яичек влияет на уровень тестостерона. Это реально так? Или тут главное качество просто? Это анатомические особенности человека. Угу. Ну, давайте мы возьмем какого-нибудь афроамериканца и возьмем корейца. У них будет одинаковый уровень тестостерона, а яйца будут совершенно разные. А там не только, видимо, яйца будут. И, конечно. Но это анатомо-физиологические особенности раз. Плюс, кроме этого, есть мужчины с большой мошонкой, с большими яичками, но у которых низкий тестостерон, и у которых вообще отсутствуют сперматозоиды, азооспермия. Даже так? Конечно. И тут еще по яичкам нужно понимать, что яички должны быть плотно-эластической консистенции. Плотно-эластической консистенции. Так. То есть они должны быть твердые, упругие. Угу. То есть их не надо давить. Это орган такой болезненный. Это все-таки эндокринный орган. Да? Но должны быть яички плотные. Они не должны быть похожи на тесто. У нас описание есть даже, когда мы описываем историю болезни, да, там осмотр мошонки, да, там при осмотре яички плотной эластической консистенции. То есть это значит нормально. И либо тестоватый, значит там что-то, какие-то проблемы. Когда они мягкие. Это тоже такой один из знаков, что есть уровень сниженный тестостерон. И не обязательно. Ведь же в яичках не только тестостерон у нас вырабатывается, там же еще основная функция – это сперматогенез. И канальцы, в которых вырабатываются сперматозоиды, это в основном же извитые канальцы, которые полностью окутывают все яичко. И вот если там сперматогенез нарушен, особенно при гормональных нарушениях, то яички как раз будут такие тестоватые. А тестостерон может быть нормальный. А с чем чаще всего к тебе приходит пациент? Это как у врача-онколога спросить, а чем чаще всего Неужели здесь одна связь? Нет, у меня довольно-таки обширный контингент людей. То есть у меня, конечно, 90% это мужчины, 10% женщины. Но так как я работаю в клиниках репродукции, у меня приходят женщины, это которые беременные, там я классический уролог, да, нужно заключение дать по почкам, по мочекаменной болезни, циститы, посткоитальные циститы новобрачных, которые называют, это вот женские все моменты. А в основном это мужчины. Мужчины – это проблема, связанная с бесплодием, потому что, даже так, не поднимая голову, скажу, я являюсь экспертом в репродуктивной медицине уже довольно-таки давно. Я работаю в ведущих клиниках ЭКО Москвы, поэтому бесплодие – это мой основной конек. Вот. А второе – это, конечно, нарушение сексуальной функции мужчин. То есть это проблемы, связанные с нарушением эрекции либо эякуляции. Преждевременное семяизвержение. Да не только преждевременное, отсроченное. Есть люди, которые не могут кончить. И их много. И их достаточно, как оказалось. То есть даже больше, чем тех, кто преждевременно? Есть какое-то соотношение твое, так сказать, плюс-минус? Понимаешь, здесь очень сложно сказать. Вот есть такой... Вот немножко отойдем от преждевременной эякуляции, да, от отсроченной эякуляции. Другое. Есть синдром, такие генетические. Например, Клейнфельтер. Синдром Клейнфельтера. Так. Это когда лишнее есть X-хромосома. Большинство людей, врачей, встречают такой синдром только в учебниках по биологии, там в школе, когда проходили, либо в институтах, когда просто проходят генетические заболевания. И то есть бывает такая ситуация, что врач за всю жизнь ни одного не видит Клейнфельтера.
А я Клинфильтров вижу, одного-два в неделю. Почему? Потому что Клинфильтр – это люди с бесплодием и люди с гипогонадизмом. То есть они у меня частые в кабинете. Когда я, например, ко мне заходит пациент в кабинет, я смотрю и понимаю, Клинфильтр пришел. То есть я уже это понимаю. Это вот из разряда того, кто чаще приходит, да, и вот по поводу преждевременного. Как только я начал заниматься проблемами отсроченной эякуляции, ко мне пошел поток этих пациентов. И поэтому в какой-то момент у меня получилось 50-50. Преждевременная эякуляция с отсроченной. Отсроченная – это чисто это сексология. Это уже тут мало классической медицины, это уже больше сексология. Это мне как будто напоминает тот момент, когда я пересел на Шкоду Кодиак. Я стал видеть среди других машин очень много Шкод Кодиак. Когда я был на Шкоде Октавия, я вдруг стал видеть очень много Шкод Октавия. Ну да. Вот, что-то типа вот с этой Конечно, истории. да. Ну, преждевременное семяизвержение – это не катастрофа века на сегодняшний момент. То есть это не такой бич, который сплошь и рядом. Ну, встречается. достаточно. И, кстати, преждевременной эякуляции сейчас, мне кажется, у молодых людей ее становится меньше, как я заметил. Все-таки и больше, кстати, преждевременной эякуляции у тех людей, у мужчин, у которых есть какие-то более строгие нравы. То есть я сейчас больше говорю про Кавказ, и ни в коем случае не хочу никого там обидеть, да, но есть определенные нравы, духовные скрепы, что там половая жизнь только после брака, и вот эти вот все моменты, да. Есть чувство неуверенности, либо не насыщения половой жизни, за счет этого происходит преждевременная эякуляция. То это нормальный чисто физиологический процесс, да, у тебя не было женщины там 3 месяца. И тут она появилась, такая классная, да, такие груди, такое тело. Тут все эти прелести ты видишь, конечно, ты максимально перевозбуждаешься, потому что эякуляция – это что? Это пик возбуждения. То есть и ты излился. И это, в принципе, нормальная ситуация. И когда ты устанавливаешься в сексуальное плато, идешь, ты регулируешь свою половую жизнь, и у тебя все нормально нормализуется. В редких случаях бывает это там синдром парацентральных долек. Это из головы, когда там проблема происходит. Но это все лечится лекарственными препаратами, и все нормально. Либо там какие-то хирургические малоинвазивные методики. Но есть и другой момент. Это психологический. Редкая половая жизнь за счет того, что у тебя есть преждевременная эякуляция. То есть человек занижает свою собственную самооценку и повышает собственные требования к себе. У него происходит преждевременная эякуляция, он думает, что это трагедия для всех, в первую очередь для него, и он начинает отдаляться от сексуальной жизни. Сексуальная жизнь его становится редкой, и каждая половая жизнь протекает с преждевременной эякуляцией. Угу. И это все связано вместе с головой, получается. Да, конечно. Чего мы боимся, закон Мерфи, да? Чего мы больше всего боимся, то и происходит. Так оно ситуация происходит, что и с проблемами с эрекцией, когда психологически, да, синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи. То есть человек идет заведомо, думает о том, что у него сейчас член упадет, он не встанет. И у него он не встает. Вот эти все проблемы психологические. А здесь банально решаются иногда за одну консультацию. То есть пообщаться с пациентом, рассказать ему об этих проблемах, сказать, что не надо бояться, не ссы каштанка, в цирк поедем. А ты в такой момент посылаешь? Бывают случаи, когда ты их прям посылаешь к психологу? Или ты сам себе психолог, так сказать, для них? Вот поэтому я и получил образование сексолога. Потому что в один прекрасный момент я понял, что отправлять некуда. Во-первых, касательно сексологии. Сексологией у нас в основном занимаются женщины-сексологи есть мужчины-сексологи, да? Женщины-сексологи идут в сексологи, потому что у самих есть какие-то проблемы сексуальные. Иногда такое бывает. Интересно. Предположение. Не в курсе. Ну, это правда. Обязательно в следующем сезоне, когда у меня будут сексологи, я каждый буду задавать вопрос. Да, у вас есть проблемы. Так. Вот. Но это такое небольшое отступление. Мужчинами не любят заниматься сексологи. Я знаю только мою любимую, мою учительницу Инна Сорока, с которой мы там вместе кучу проводили прямых эфиров, которая реально мужской сексолог, но она завалена пациентами, клиентами, да? Я понимал, что к ней отправлять, это можно ждать там месяцами обратно пациента. Дальше. Не хотят. Мужчины-сексологи больше всего любят заниматься женской сексологией. Аноргазмии, да, там всякие там сквертологи появляются, еще непонятно кто. И то есть, по сути, да, по сути, пациента отправить было некуда.
Я начал этот вопрос решать, пытаться сам. То есть пошел в Международную академию сексологии, познакомился вот с Инной, познакомился там с Андреем, с руководителем. Теперь уже являюсь и преподавателем я в Международной академии сексологии. То есть она меня, вот эта сексология, засосала, потому что довольно-таки интересная тема. И большинство пациентов, они нуждаются именно в сексологической помощи. Сейчас даже, например, у меня в новой клинике, куда меня пригласили работать, у меня кабинет-трансформер. То есть у меня кабинет врача-уролога. И вот так вот ширмочка отодвигается, а там у меня уже стоит комфортный диван, Мгм. кресло, кофемашина, столик, Вы, правда, где хотите мы поговорить об уже... этом? Да, да, мы уже... А теперь пройдемте туда. Мы уже там начинаем разговаривать как врач, уже как сексолог, да, и клиент уже, а не пациент. Потому что пациента нужно вовремя перестроить на какой-то другой лад, соответственно, ему будет от этого комфортнее. Потому что, ну, в любом случае, стресс очень сильный для пациента прийти к врачу. Здесь-то, наверное, можно спросить и, опять-таки, озвучить тему, что с урологом нужно всегда говорить честно, Да. в том числе и сексологом, для того, чтобы решать проблемы, которые являются интимными и с которыми ты, наверное, больше ни с кем не поделишься. А с тобой нужно делиться об этом Как со откровенно. священником. Ну да, здесь и сейчас. Священник еще, кстати, может что-нибудь там где-то рассказать, а мы-то вряд ли расскажем. Потому что так это все рутинно. Про это не расскажешь же никому. Мгм. Поэтому мы ни с кем не делимся, и некому поделиться. Да? Я могу рассказать истории. Но я же не говорю, там, вот ко мне вчера приходил Иванов Вася, Ну, понятно. и у Ты него там капало с конкретно конца. А ты вот не его скажешь, да. фотография, а вот его страница в Инстаграме. Да? Опять плашка. Вот, кстати, ты же говоришь, что ты можешь, не говоря вот такое-такое, но ты можешь сказать самый странный какой-нибудь вопрос, который тебе задавали пациенты. Или, может быть, самая странная ситуация с пациентами была какая-то на память у тебя? Да, я не помню, я в прошлый раз тебе рассказывал или нет, потому что мне до сих пор это вот стоит прям как история, когда парень пришел уменьшить свой половой орган. Что-то я такого не припоминаю. Такое Не возможно? помнишь, да? Так. Пришел ко мне парень, это вот сила чужого мнения. Мгм. Это вот так сразу скажу. Пришел ко мне молодой человек и говорит, у меня очень большой член, я хочу его уменьшить. А очень большой это сколько? А ну вот я решил узнать, а сколько? Он Так. говорит, ну очень большой, то, что меня все девочки боятся, и мне никто не дает. А я хочу нормальную свою половую жизнь. Но я там думал, что сейчас вот так вот мне выложат вот это. И Шланг говорят, такой. а что вы хотели? Да нет, я хвастаюсь, да, типа как в анекдоте. Вот. Оденьте этого джентльмена. Да, я говорю, ну идемте, и, у меня есть кабинет, это не кабинет, а отдельно, где смотрю я, потому что я же не за столом это смотрю. Мы отошли, он снимает штаны, но висит, ну, член как член. Он говорит, ну, когда он на меня встает, у меня он становится большой. Я говорю, ну, я тебя сейчас, в принципе, просить не буду, Мгм. чтобы он тебя среагировал. Но мне нужно понимать. У нас существуют волшебные есть уколы, когда можно вызвать искусственную эрекцию, чтобы посмотреть УЗИ сосудов полового члена сделать, да, либо продиагностировать сосудистые патологии. Я говорю, я бы тебе, конечно, сделал волшебный укол. Он говорит, но у меня есть фотография. Я говорю, ну, покажи. Кстати, фотографии, они тоже одобряются на приемах, да, то есть если ты хочешь что-то врачу показать, особенно там в эрекции, ты можешь сфотографировать себя, принести на приеме, только не пересылать, пожалуйста, мне не надо это все. Это у меня такая была ситуация, перепрыгну, я один раз открываю WhatsApp в метро, пробка была, я сел, а у меня дикпик на весь экран, а я большие телефоны люблю. Вот представь ситуацию, в метро я Огромный хуй такой. хуй разглядываю, да. Вот. И он показывает мне, я говорю, а я, знаешь, такая реакция, я говорю, где же он у тебя большой-то? Ну, типа, хорошо, ты в следующий раз возьми и линейкой. Я ему показал, как измерить, потому что он не мерил. Так. Он сказал, просто у него большой. Он намерил, у него там получилось 19 сантиметров, но, в принципе, это большой по средней статистике. То есть хороший член. Ну да, неплохо. Да, который может похвастаться, в принципе. Но это небольшой. Это не 25 сантиметров, да, то есть и 7 в объеме. Он мне присылает это, пишет, я говорю, ну, а можно я к вам приду на прием? Ну, он приходит на повторный прием, я говорю, расскажи теперь, с чего ты взял, что у тебя большой член? И он рассказывает, что когда ему было 18 лет, он спокойно у себя в комнате мастурбировал, забегает его маленький брат, которому было лет 8, и брат на него смотрит и говорит, нихуя себе, волына.
ты всех баб порвешь. Восьмилетний. 8-летний эксперт сказал 18-летнему брату, что у него большая волына. И у него это в голове засело так, что он думал, что у него реально большой член, и ему не давали девочки, потому что он их заранее предупреждал, да? Здравствуй, Маша, у меня большой член, я тебя могу порвать. И девочки реально реагируют плохо, потому что у него-то, в принципе, не 13, да, то есть у него 19. То есть нормального размера член, который может условно причинить неудобства при неумении пользоваться. Да, это вот к разговору о том, что все хотят член 20+. И тут получается такая ситуация. Сила разговора, сила внушения этому человеку, который не мог нормально организовать до 25 лет свою половую жизнь. Хорошо, что он не мерил свой член градусником. Другая была бы вообще. Да. Кстати, про размеры. Любимая категория – размеры от и до. Ты сказал, что 19,5 – это у нас уже больше среднего. Да, это выше средней статистики. Для тех, кто смотрит, понять им, что маленький – это какой маленький? Маленький Да. Микропенис считается, который в районе 5 сантиметров. Так, сейчас получится, что я сказал всех, кто смотрит меня, у них у всех маленький член. Нет, даже не думайте об этом, нет. Просто 5 сантиметров. Конечно, нет, это микропения, то есть это микропенисы. Но в любом случае даже 5 сантиметров – это тоже тот член, который может доставить удовольствие женщине. Средняя статистика у россиянина 13,5 сантиметров. Это очень... Мерить можно по-разному. Нормально. Да, и говорить, это нормальный размер полового члена, это который от 13 сантиметров. То есть это среднестатистическая норма, которая может удовлетворить любую женщину. Да? У женщины размер влагалища условно 7-8 сантиметров. Вряд ли женщина захочет себе иметь влагалище в 20 сантиметров. Ну, такое себе развлечение. Парни, которые имеют реально размеры 20+, они испытывают определенные сложности в половой жизни, потому что они не могут до конца ввести половой член. Иногда кто-то покупает ограничительные кольца, Угу. и, то есть, соответственно, оторваться во время секса с таким членом вряд ли получится по максимуму. А мерить откуда-то, кстати, надо? От лобка. От лобка. От Там лобка. нет мошонки, там, Да. нет это. Ну, у нас член же как бумеранг, там больше Ну половины ты его еще там внутри. Это я помню. По анатомии. И размер-то члена еще зависит, длина, вернее, члена зависит еще от его крови наполнения. То есть член-то может быть, если при обычном сексуальной какой-то, может он быть и там 13, а когда слишком набухнет и там прильет кровь, когда ты в супервозбуждении будет, то член может до 2 сантиметров еще прибавить спокойно. А у тебя, кстати, пациент, который приходили... Сказать, а у тебя, кстати, сколько? Давай, сейчас Давай покажу. мериться. Кстати, вот пациент, приходят они к тебе, они переживают, что у них вдруг станет, когда они снимут перед тобой штаны? Ну, я не знаю, я у них не спрашивал. Да что Но спросить. был факт, когда вот сняли, вдруг Был, херак. конечно, когда вставал член, и простите. что в этом такого, да. Это чисто на психологическом уровне, как я говорю, это закон этого Мерфи, да, то, что чего боится. Не нужно ничего бояться. Ну, встанет член, да, в момент осмотра, да. Кстати, те пациенты, которые имеют фетиш медосмотров, они у меня быстренько посылаются нахуй. В плане? Есть, как не извращенцы, как перверты, да, как их можно назвать. То есть им нравится, которым нравится. что они приходят Конечно, на обычно осмотр? это было в поликлинике. Я когда работал в поликлинике, в городской, вот там этого сплошь и рядом добра было. Сделайте мне массаж простаты, а посмотрите мой член, а потрогайте мои яички. Они у меня посылали сразу нахуй. Быстро. То есть я с ними был разговор короткий. Таких людей ты просекаешь сразу по поведению, да? То есть это как вот люди, которые хотят показать себя, эксбиционисты, да? Определенные моменты, которые, в принципе, тоже пациенты нуждаются в определенной психотерапевтической помощи, да, но это уже разговор о другом. А обычный пациент, мужчина, который приходит, да вряд ли у него встанет член. Член встает от чего у нас? От возбуждения. От возбуждения. Возбуждение. И вот увидела сидит женщину, такой лысый дядька со строгим взглядом, да, и нужно возбудиться еще на меня, чтобы член-то встал. Я слышал, что мироместин – это универсальное средство защиты после секса. Помыл и забыл. Это правда? Или это херня собачья? Я очень часто
почему, например, многим пациентам нравится со мной общаться, потому что иногда я рассказываю все на максимально примитивном уровне, да, я не пытаюсь вот рассказать какие-то там медицинскими терминами, академическими, да, а вот получается такая ситуация, что мироместин – это убийца Чего? всего живого микроорганизма всех. То есть это как атомная война, которая просто взрывает и убивает все совершенно. А у нас есть флора, наша флора, сопутствующая флора, которая живет во всех наших местах. Как я говорю, во всех наших дырках есть определенная флора. В носу, в глазах, во рту, в ушах, там, в уретре, да, в анальном отверстии. У женщин во влагалище свой, вообще там свой мир, да, вот это биоциноз, вот это влагалище. И если, когда мы заливаем антисептик, он убивает все, в том числе и твою сопутствующую флору. А зачем нужна эта флора в дырках? Это стражники на воротах, которые стоят и защищают от каких-то чужестранцев эти ворота. И если ворота открыты, если там нет защитников, кто туда полетит? Всякая херота. И в первую очередь кандида, грибы. И когда я тоже разговариваю так, в огороде, что в первую очередь растет? Сорняки. Сорняки. То есть то, что к чему вообще плевать и насрать, что здесь. Оно вырастет самое первое. То есть самое плохое, то есть мы обработали это все, мы все убили и дали почву для патогенных микроорганизмов быстрее развиться, потому что наша сопутствующая флора, эти стафилококки, там, стрептококки, кожные, там, эпидермальные, да, которые живут в норме, они там нет, они не дадут, их нет, соответственно, можно спокойно распространяться. А если бы они были, они бы не дали патогенной колонии там развиться. Мгм. Поэтому, если произошел незащищенный половой акт, нужно просто пописать, сразу сходить, помочиться, помыть член, там, обычно там, детским мылом. С собой лучше детское мыло носить, чем мироместин. Вот. А если вот произошла травма, то есть корябина, там за член кто-то укусил, там, либо еще какая-то, то есть мацерация, то есть любая какая-то трещинка, да, которая присутствует выделение там крови, либо сукровица, то, конечно, здесь, да, мироместин нужно. Но не так, то, что ты там сексом позанимался, член вытащил, сразу мироместином залил, а кто-то еще умудряется в уретру прям вот так вот засунуть вот эту вот пипку и Да. туда влить, да. Уретра слизистая очень интимная, она очень нежная. И этим можно травмировать себе слизистую и вызвать еще больше проблем. Жопные дела. Я не проктолог. Но могу посмотреть, да? Нужно ли проверять простату каждый год? Начнем, допустим, с 20 лет. И если мы вернемся к началу нашего разговора, то мы поговорим о самодиагностике, которая, в принципе, поможет изначально понять, что, в принципе, простату пока не стоит смотреть и не нужно туда лазить. Предстательная железа у нас расположена под мочевым пузырем, и она окутывает уретру. Ну, то есть мочеиспускательный канал, вот так, да, и она прям вот. Если есть какие-то проблемы, связанные с простатитом, с какими-то там новообразованиями в предстательной железе, то это в первую очередь сказываться будет на нарушении мочеиспускания. И нарушение мочеиспускания, оно будет такое: прерывистое мочеиспускание, чувство неполного опорожнения пузыря, несильная струя, и самый главный симптом – это ночные мочеиспускания. Ноктурия, либо никтурия, все по-разному говорят. То есть ты начинаешь вставать ночью мочиться. Как часто? Если ты просыпаешься, потому что ты там выпил пиво, или ты там выпил чай, и у тебя эпизодически там получается, что ты не помню когда, но вот ты просыпался в туалет, это ничего страшного. Тебя твой внутренний будильничек разбудил, да, там, Да. после арбуза, либо чая. А когда у тебя уже в систему становится, что ты каждую ночь встаешь в туалет, помочиться, да больше одного раза, то здесь уже понятно, что есть какие-то проблемы, которые связаны с предстательной железой, либо с мочевым пузырем. Угу. То есть это уже показатель того, что нужно идти провериться. Дальше. У уролога, конечно, когда мужчина 35+, то желательно хотя бы УЗИ уже себе сделать. УЗИ сейчас есть, когда там аппараты УЗИ сейчас все круче и круче становятся. Они пробивают даже хороший слой жира, поэтому не обязательно на первоначальном уровне делать ректальное исследование предстательной железы. Через живот, абдоминальным датчиком.
Тыкнул и посмотрел. Предстательная железа имеет ли какие-то там свои нарушения или нет? Какие она увеличена? Объем железы посчитать можно через живот. Если есть какие-то вопросы, касательно которых уже есть какие-то изменения, ты видишь, что там какая-то доля увеличивается, да, там какой-то аденом появляется, либо какие-то камни там, то тогда ты принимаешь решение и говоришь пациенту, что нужно посмотреть трансректально. То есть через попу. Нет, вы что, сзади, ко мне никто не заходил никогда, и я не дам. Да ради бога. Иди на МРТ, про который я и сказал. А после 40? Но после 40 там добавляются у нас уже онкомаркеры, которые обязательны по диспансеризации. Это ПСА общий, свободный, который нужно смотреть. Это для исключения каких-то предвестников нарушения функции работы предстательной железы. ПСА не всегда показатель того, что у тебя есть рак. Кстати, расскажу такой стрёмный лайфхак. Так. В начале моей карьеры на Таганке была такая очень-очень плохая клиника. Она сейчас не существует. Нет, не существует. Поэтому я про это могу спокойно говорить. И врачи, если будут слушать, прекрасно про это знают. Они творили пиздец. В плане? Приходит мужчина, и это я рассказываю специально, чтобы люди знали, как нельзя поступать и как не нужно поступать. Приходит мужчина на прием и говорит, я хочу проверить свою простату. Угу. Ему говорят, хорошо, мы сейчас у вас возьмем секрет предстательной железы, да, то есть делают массаж простаты. Вот, мы сейчас у вас возьмем. Делают массаж простаты, получают секрет простаты и говорят, а завтра вам нужно прийти сдать онкомаркеры и сдать гормоны утром. У него берут сразу денежку, пациент утром приходит, сдает кровь на ПСА, а ПСА у него там 8, либо 10. Она должна быть до 4, а в идеале до 2. Он приходит на повторный прием к врачу, и врач ему говорит, ой, бля, у вас рак простаты. Начальная стадия. Вот так вот сразу. Сейчас 100 тысяч рублей, а тогда это было ого-го, наверное, как сейчас 1 миллион. С вас 100 тысяч рублей, мы сейчас вас полечим, у нас есть капельница, у нас есть физиоаппаратура, и мы ваш рак уберем на первоначальной стадии. А мужику сказать, что рак простаты. Тогда, когда не было таких подкастов, как у нас сейчас. Короче, чистая наебка. Да. И его лечат 2 недели от всякими волшебными капельницами, потом ему говорят, ну вот теперь вы идите ПСА сдавайте. ПСА он сдает, там 0,1. Чудеса. Когда ты трогаешь предстательную железу, это называется специфический антиген. То есть любое влияние на простату выявляет выброс этого антигена в кровь, и он становится высокий. Даже от запора, то есть если мужчина долго тужился, и у него вышел каловый камень, который задел железу, простату, он уже может поднять ПСА. Доктор потрогал железу пальцем, поднялся ПСА. Датчиком ультразвуковым проверили железу, потрогали, поднялось ПСА. Жена любимая взяла, подделала массаж простаты, поднялся ПСА. Поэтому здесь обязательно вот по поводу этого анализа нужно рассказать, что полный покой железы как минимум 2 недели, чтобы был диагностически значимый этот показатель ПСА. Поэтому ПСА не нужно никогда особо его бояться, и он повышается при обострении простатита, при раке предстательной железы. Он бывает высокий, но он и бывает и при простатите. И также бывает и при аденоме предстательной железы. Поэтому если у вас пришел положительный высокий уровень ПСА, это еще не значит, что рак. Я знаю, что ты очень, вижу по твоим роликам, и еще когда мы с тобой познакомились, только когда я тебя изучал по твоему контенту, ты довольно часто упоминаешь важность уровня тестостерона. Наверное, скажу так даже, об тестостероне никто не говорит настолько больше, насколько ты. Мне так показалось. Есть еще парочку докторов, которые выстроили свою карьеру на тестостероне. Вот из-за этого тестостерона, точнее, даже этого уровня, его действительно нужно контролировать. И как это делать? Тот же самый, как уровень сахара у диабетика. То есть настолько важно, действительно, почему ты говоришь об этом? Или все-таки это что-то, параллельное, необходимое, но не прям супер важное? Сейчас в последнее время тестостероновый бум идет, да, то есть все говорят о тестостероне, о его важности, конечно, это король гормонов, он так и считается, тестостерон, особенно для мужчин, но даже и для женщин, потому что это наша сексуальность, это наше здоровье, это наша работоспособность, то есть это все, то есть это такой довольно-таки важный гормон, но, понимаете, я почему о нем всегда так говорю, что нужно беречь свой собственный тестостерон.
Не как сейчас многие пропагандируют, да? Если у тебя низкий тестостерон, кольни себе тест, да, и будет тебе чудо. Такое возможно. Ну, возможно, только ты делаешь это извне. Гормон-заместительная терапия. И это временная какая-то история. Гормон-заместительная терапия. Здесь нужно правильно понимать. Ты замещаешь Что-то выработку собственного тестостерона гормоном извне. Поэтому за своим тестостероном нужно следить с молоду. То есть нужно вести максимально здоровый образ жизни для того, чтобы был хороший тестостерон. В первую очередь это сон, про который я всегда говорю, регулярная половая жизнь и физическая активность. И тестостерону рознь. Нельзя никогда стремиться как у нас сейчас, ко всему максимальному. Да? Не нужен тестостерон на верхних границах референсных значений, то есть нормы. Не нужно. Нужно твой тестостерон, на котором ты чувствуешь себя комфортно. Я всегда пациентам тоже задаю такой вопрос и говорю, вот передо мной вас двое. Один грузчик из мебельного магазина, а второй офисный работник. У кого будет тестостерон выше? Наверное, у грузчика. У грузчика мебель. Почему? Потому что он занимается физической активностью. Он работает, ему тестостерон нужен для его тяжелого физического труда. Поэтому у него организм по физиологии вырабатывает тестостерона гораздо больше. Ну, то есть будем сказать, что вот у него будет 25 наномоль на литр. Да? То есть это считается нормой для него. А у офисного работника 15. И он чувствует так же хорошо себя, как и вот этот грузчик. Но будет у грузчика 15, он же будет в дефиците. Он будет уже чувствовать себя плохо. Ему будет не хватать этого всего. Но грузчик может себе убить тестостерон отсутствием нормального сна, постоянным приемом алкоголя, стрессовыми ситуациями, там, отсутствие половой жизни, которая там замещается алкоголем. Да? Он будет катиться вниз по тестостероновой вот этой лестнице вниз. Он ее слетит. И, конечно, он потом уйдет с грузчика в охранники. А офисный работник, он может себе поднять тестостерон до 25, и он будет себя чувствовать так же, как и на 15. Поэтому не нужно стремиться к максимальным дозировкам. И не нужно раньше времени его замещать, колоть. Как сейчас это очень сильно развито, и начинают об этом все пропагандировать. Ведь же мы не говорим, что нужно пациента, у которого проблемы с сахарами, сразу сажать его на инсулин. Мы же его пытаемся диеты, да, там, нормализовать, там, назначить какие-то другие препараты, которые максимально помогут ему нормализовать уровень сахара в крови. Мы же не сразу сажаем его на инсулин. На инсулин сажаются пациенты, у которых все, трындец, да, но у которых нужно уже замещать гормон, у которого уже нет. А зачем сажать мужчину на гормональную терапию, когда у него свой нормальный тестостерон? А он же не лечит. Мы гормонами ничего не лечим. Мы замещаем, как и гормоны щитовидной железы, как и гормоны там, поджелудочной железы, то есть инсулин. Поэтому тестостерон, он очень важен, и его нужно беречь, и нужно всегда его пытаться сохранить свой на максимальных уровнях. Поэтому даже я там в свои 45 лет, да, пытаюсь всю жизнь борюсь там с лишним весом, потому что я понимаю, чуть я немножко лишканул где-то с едой, у меня сразу это вылазит. Чуть я прибавил себе еще плюс одну работу, а она же в основном сидячая, да, тоже это все снижает, и начинаешь как-то пытаться себя ввести вот в эти рамки. Потому что я хочу до максимума протерпеть того, чтобы не колоть себе тестостерон. Но я знаю, что я там к полтиннику перейду на гормон-заместительную терапию, потому что я хочу дальше себя чувствовать нормально. Низкий тестостерон – это проблемы с сердцем, проблемы с сосудами, это остеопороз, то есть это ломкость нашего скелета. Поэтому это проблемы, которые связаны с другими факторами, потому что он очень на многое влияет. И здесь нужно грамотно будет в какой-то определенный момент подойти к тому, что а вот сейчас пришло время гормон-заместительной терапии. Это что-то вроде, получается, мужского климакса, когда тестостерон меньше? Ну, условно, да. Хотя мужского климакса не существует, да, как такового, потому что мы неизбежно терять тестостерон начинаем после 35 лет. Аллилуйя. Да, постоянно он потихонечку снижается. Но чтобы он снижался меньше, нужно это компенсировать вот этим нормальным образом жизни. Это вот еще к разряду того, что... Ты не ходишь в тренажерный зал? Честно. Нет, не хожу. Да. Ходил. Есть люди, которые, например, ходят в тренажерный зал. Тоже такое, что никто не скажет из тренеров в тренажерном зале о том, что в тренажерный зал когда надо ходить? На пике тестостерона. А Так. пик тестостерона когда у нас? Первая половина дня. Первую половину дня. Утром. А у нас
80% людей, и когда забиты у нас все фитнес-клубы во сколько? 8 часов вечера. Да, я когда ходил, да, была Да. тема. Утром никого, а вечером даже к беговой дорожке не подойдешь. Да, Потому что все после работы пришли. И толку от этой тренировки. Человек сам себя вгоняет в дефициты и в стрессы. Потому что после тренировки, нормальной физической тренировки в тренажерном зале, ты выходишь, как ты чувствуешь вот такую эйфорию, да? Конечно. Всегда опа, все, там и трахаться хочется, Ну, и все такое но, красивое. с другой стороны, Вот это вечер. прет, Это да. вечер, ты, по сути, уже все, ты должен готовиться Ты ко должен сну. ко сну, да. Да. То есть у тебя как минимум около 5 часов у тебя идет бодрствование организма. Ты 8 часов на тренировке, ты там пришел в 9, да, домой, тебя жена там накормила едой, и ты лег, ты чувствуешь, тебя что-то прет, вроде как будто и секса хочется, а в то же время и не хочется, и ты ложишься спать. Организм-то пытается вроде заснуть, но организм-то бодрствует. Там внутри эндокринки, ну, по-русски, если сказать, происходит непонятно что. То есть организм должен сейчас ложиться, успокаиваться, и начинать поднимать уже, формировать новые гормоны на следующий день, а он находится в состоянии возбуждения. И поэтому человек иногда просыпается, и он чувствует, что усталость, он в дефиците. И это каждый раз, если это идет со временем, человек ходит в тренажерный зал, вроде якобы зожник, да, а потом получается, что он уходит в синдром хронической усталости, потому что он организм изматывает. Окей, если у него с тестостероном все в порядке, у него, соответственно, половая жизнь, но у этой половой жизни есть какая-то норма? Или, опять-таки, вот эта сексуальная конституция собственная, да, внутренняя, раз в неделю кому-то недостаточно, кто-то хочет 5 раз в день, кто-то хочет раз в месяц. Есть какая-то норма? Ну да, мы сейчас вернемся к половой конституции. То есть у каждого своя норма. Не бывает определенной нормы. Это средняя температура по больнице. Да? То есть это глупость. Ну, вот, потому что для кого-то норма каждый день, для кого-то норма 3 раза в день, для кого-то норма раз в неделю, для кого-то раз в месяц. То есть это норма, которая выстраивается его половой конституцией. Там средняя, сильная, либо слабая. И в основном вот это все метание у средней конституции, да, там это не рыба и не мясо, когда вот они все крутятся, вроде и 2 мало, и 3 вроде достаточно, а 5 бы хотелось. То есть это вот всегда мыторствования такие. То есть нормальная ситуация, если мы говорим чисто если мы вернемся к такой к репродуктивной функции, то нужна размеренная, регулярная половая жизнь, как я говорю. Это каждый 3-4 день. А продолжительность полового акта? Продолжительность полового акта, сейчас тоже определение академическое поменялось, что это длительность тогда, которого хватает обоим партнерам получить удовольствие. То есть прям нет времени конкретного? 2-3 минуты? Нет. И это считается преждевременной эякуляцией, то, что мы считаем условно, это то, что меньше минуты. Остальное это все там ускоренное семяизвержение, можно так назвать, да? Но средняя это где-то 7-8 минут. Но иногда люди путают именно половые акты с длительностью половых актов, да? То есть у нас половой акт, вот эта длительность 7-8 минут, это что? Фрикции. Фрикции, да. Попробуй 8 минут без остановочки. Был очень хороший ролик, когда женщины заставляли, да, 3 минуты делать те же самые движения, то, что и мужчина делает. Именно поэтому где там в Китае появилась эта суперкровать? Да. Который еще помогает. Для движения вот этого. Это вот как раз после тренажерного зала пришел, да? Но, опять-таки, про простатит и про секс. Насколько здесь играет роль, что есть же люди, которые являются вроде как там асексуалами, которые осознанно отказываются от сексуальной жизни. Насколько здесь может быть риск того, что простатит появляется в процентном соотношении гораздо больше, чем у тех, кто занимается регулярной половой жизнью? Ну, это тоже такие стереотипы. Это раньше еще назывались простатит священника. Так. То есть, которые дали обет безбрачия, да, которые там не живут половой жизнью, и, соответственно, у них проявляется вот этот вот... Это как у нерожавших женщин миома матки, да, как говорят. Да у всех женщин миом бывает, и у рожавших бывают миома матки. И у мужчин, которых живут регулярно половой жизнью, у них есть простатиты. Организм, это же физиология, оно сам там все продумывает. Когда организму что-то нужно меньше, он начинает это меньше вырабатывать. Даже если мы, например, смотрим по ситуации у мужчин.
Приведу небольшой пример. Нормальный мужчина, у которого 3 детей. Просто это была такая ситуация, классический пример. 3 детей, сами родили, все замечательно. Он принимает для себя решение, что все, мы не хотим больше детей, мы делаем вазоктомию. То есть пересекают семеноносящие протоки, чтобы они спокойно жили половой жизнью. Вот. Пересеклись семявыносящие протоки, прожил он там 5 лет, сложилась такая ситуация, что у этого мужчины появилась новая семья. Он захотел снова. И он захотел себе еще ребенка. Соответственно, что? Восстановить семеноносящие протоки, такое себе дело, да? Хоть это и говорят, гарантируют, что это можно, но в большинстве случаев это не получается. То есть нужно нам что? Получать сперматозоиды из ткани яичка. Поэтому я всегда говорю таким мужчинам, если вы делаете вазоктомию, идите в банк спермы и заморозьте свою сперму, несколько доз. Чтобы, если вдруг у вас появится новая семья, либо все-таки вы решите завести там себе 4-го или 10-го ребенка, у вас будет замороженная сперма, ее можно использовать. Вот. У этого не было замороженной спермы, соответственно, делал биопсию яичка. И сперматогенез-то угнетается. То есть это я к чему говорю? Если здоровый мужчина, у которого было все нормально, но ему даже перерезали семявыносящие протоки, и организм понимает, что сперма-то его, сперматозоиды не расходуются, это постепенно начинает этот процесс весь угнетаться. Рассасываться, типа. Условно, да. То есть не прям рассосался, там сперматозоиды были, беременность мы получили, но не так, как у него было. Он не превратится уже в быка-семенителя. То есть там уже будут такие вот проблемы. Поэтому и с простатитом, да, с этим же, при регулярно половой жизни вырабатывается секрет этой железы, сок. Вот. Когда половая жизнь становится менее регулярна, секрета это требуется меньше, соответственно, выработка секрета этого замедляется. Но он выходит наружу. Он выходит, может быть, при эрекции. В любом случае у мужчины эта эрекция происходит. Если вот прям уж обед безбрачия, а так, я думаю, все-таки все равно этот мужчина будет хоть разочек да подрачивать, то есть все равно эта сперма будет выходить. Второе, у нас есть полюции, ночные семяизвержения, когда это будет все опорождаться. Поэтому в любом случае предстательная железа опорожниться сможет и избавиться от того, что оно выработало. А когда идет нарушение работы функции железы, да плюс еще мужчина, который живет неправильной жизнью, у которого есть лишний вес, у которого есть нарушение кровоснабжения в области малого таза, у которого есть первичные очаги инфекции, то есть это инфекция, которая там в миндалинах даже в тех же, которая ищет еще себе хорошее место, где еще пожить, либо кариозные зубы. Это же все первичные очаги инфекции. То есть она, конечно, найдет себе железу и будет там жить, и вызовет простатит. Как у священника, как и кто дал обет безбрачия, кто установил аскезы. И больше вызывается проблем у тех людей, которые вот живут половой жизнью, которые там дрочат до сумасшествия, а потом приходит ноябрь, и они все становятся джедаями. Слышал, да? Вот это вот не дрочабрь. Да. И они в ноябре, прям с 1 ноября по 31, там никто не дрочит, и вот они запасаются энергией на весь следующий год. Конечно, вот в этой ситуации больше произойдет каких-либо проблем, нежели чем они могут быть у нормального человека. Слушай, а если человек начинает половую жизнь в раннем возрасте, это может как-то сказаться на его репродуктивном здоровье? Или это все типа геном? Ты имеешь в виду в худшую сторону, что он Я не знаю, может быть, у тебя это в лучшую сторону. Я хз. Вот, да, я сейчас сразу 2 темы так у меня накрылись в голове. Значит, первое. Если когда парень начинает свою сексуальную жизнь раньше, это в первую очередь это его познание своего тела, сексуальности, да? И здесь уже зависит от того, что насколько испорченность начинается у этого подростка. Когда у подростка слишком много времени, его надо чем-то занять. И когда он начинает занимать себя изучением своего собственного тела, он получает первый оргазм. Его это заинтересует. Это что-то новинка. Да? И, конечно, он начинает этим все больше и больше заниматься. И это начинает замещать его какие-то другие дела. Это неправильно, это уже зависимость определенная. Но все мы через это проходили. И кто мне говорит, что я ни разу не дрочил, но это понятно, что это ложь, пиздеж и провокация. Да? Все этим занимались. И кто-то делал и по 3, и по 5 раз в день, и нормально ничего с этим не произошло. Просто
бывает такая ситуация, когда это все перерастает в какие-то патологии, зависимости. И зависимость это становится тогда, когда человек замещает свою нормальную жизнь на это. Мгм. То есть у него нет половой жизни, у него есть только дрочка и порнуха. То есть это зависимость от порно и мастурбации. Там, конечно, с репродуктивной функцией тоже могут быть определенные проблемы, потому что у него нет банальной просто половой жизни. Но здесь играет роль, допустим, тот же самый стресс к тому, что репродуктивность потеряется у мужчины. Стресс из-за переживаний, что Не, или не- что? не, вообще Вопрос. жизненный стресс. Ну, конечно, стресс – это же выброс все-таки тех гормонов, которые могут не очень хорошо влиять на наши другие половые гормоны. Если мы вспомним все-таки законы эволюции и вообще всего, размножается у нас кто? Здоровые, сильнейшие особи. Соответственно, только когда человек здоровый, когда у него нет никаких проблем, у него с репродуктивной функцией все хорошо. Почему такая сейчас проблема идет именно проблема с репродуктивной функцией? Да? Потому что мы живем в глобальном стрессе, в переживаниях, и сами себе еще очень много стрессов надумываем. И за счет этого страдает репродуктивная функция, она отключается. Вот это очень четко видно по женщинам, да? Когда я сильно стрессанула, у меня месячные пропали. Слышали, наверное, такое, да? Иногда Слышали. было такое, да? Либо там у меня мама умерла, ну там, и у меня там полгода месячных уже нет после этого, потому что я переживаю. Это сильный стресс, который влияет на гормональный фон человека. Также и у мужчин эти стрессовые ситуации могут влиять на репродуктивную функцию, потому что они ухудшаются. Вот, например, даже есть такой гормон пролактин, да? Так. При высоком пролактине страдает и эрекция, страдает и сперматогенез. Поэтому здесь нужно нам человека ввести в зону комфорта. Вот, кстати, про эрекцию. Опять-таки, эрекция у тех, кто постарше, эрекция у тех, кто молодые, юные. Тема с ночной эрекцией. Интересно. Есть же история с утренней эрекцией. Угу. Но утренняя эрекция, хочется понять. То есть она, допустим, да, ты в 5 утра ты встал, к примеру, пописал, да, в туалет сходил, у тебя стоял член. А потом ты заснул еще 2-3 часа, проснулся, потом у тебя уже нет эрекции. Вот тебе в 5 утра это считается, Да. ты молодец? Да? То есть в любом случае. Или все равно нужно, чтобы вот с утра обязательно, вот с утра ты встал, когда ты проснулся, у тебя должен стоять. Если у тебя не стоит, все, пиздец. Вот это все вот с развитием, слава богу, что это есть, конечно, но все равно иногда это подбешивает. С развитием всех тиктоков, там, ВКшек, с развитием всех вертикальных видео увеличивается что лучше всего, про что лучше всего смотрят? Все, что ниже пояса, да? Обязательно. Прописки это обязательно 100%. Ну, не мой подкаст. Да, это 100% залетит. Поэтому любой эксперт начинает поверхностно читать какую-то информацию и выдавать ее за экспертную, да, то есть и, соответственно, почему так по поводу начал этой эрекции бум такой, да, вот даже сейчас ехал к тебе в такси, смотрел вертикальные ролики все, да, и там одна тетя, что самое главное, чтобы у мужчины была утренняя эрекция, если у него хотя бы один раз не будет утренней эрекции, значит, у него уже есть проблема с сердцем. Такая взаимосвязь. Да. Но взаимосвязь считается другая. Импотенция, то есть эректильная дисфункция, когда уже есть проблемы с эрекцией, тогда 100% у мужчины будут катастрофы, такие типа инфаркта миокарда, через 5 лет. Это такой маркер. Почему, когда ко мне пациент приходит, у которого я смотрю сосудистый компонент эректильных нарушений, дисфункций, он у меня сразу идет к кардиологу, потому что это очень важно, это уже доказано, да? Импотенция, жди инфаркт миокарда. Но утренняя эрекция, это не жди инфаркт миокарда. Зачем человека в стресс гонять? И ты представь, ты вот наслушался вот эту тетю, Мотю, которая тебе это сказала. И ты ложишься вечером, и говоришь, блядь, надо проснуться с утра, сразу попробовать, член стоит у меня или нет, или у меня инфаркт будет. И ты просыпаешься уже в стрессе, а ты просто свою эрекцию проспал. Утренние эрекции, они бывают, ты можешь их проспать. Они могут быть чуть раньше, чуть позже. А если ты вечером сексом позанимался? Ведь же утренняя эрекция – это показатель того, что у тебя член стоит. Но если ты в течение недели свой член видел хотя бы 3-4 раза стоячим, вот и все. Это замена утренней эрекции. Другой момент. У меня есть в кабинете замечательный девайс. Оценка ночных
туминесценции. То есть это оценка ночных эрекций. Так, что Очень это? крутая штука. Это особенно для тех пациентов, которые хотят, проверить полностью себя, да, и я показываю это, как у нас идет лечение. Потому что иногда психогенные вот эти все моменты, связанные с головой, это не связано с членом совершенно. Есть такой у меня девайс. Она похожа на женскую резиночку для волос. Вот такие спиральки, знаешь, вот такие вот. Так, У тебя вот... У меня обязательно. просто дочка, я поэтому все знаю, все эти штуки. То Так. есть резиночка для волос вот такая маленькая, которая, да, на спираль похожа. Вот. Это такая вот резиночка для волос. На ней маленький микрочип. Я его включаю условно и даю мужчине домой. Он эту штучку одевает себе на член и ложится спать. Вот эта штука, где все ночные эрекции диагностирует. Потом он утром ко мне пришел, отдал эту резиночку для волос, условную такую, да, я ее прикладываю к своему компьютеру, и у меня вылазит кривая. Сколько раз было? Сколько раз было? Сколько раз за ночь может быть эрекция? 5-6. Пять, Да, шесть? 5-6 эрекций. И вот это вот мы смотрим. Соответственно, мне это очень помогает в диагностике, то есть доказать пациенту, что у тебя не сосудистый компонент. Мы тебе сделали уже УЗИ сосудов полового члена. Мы уже тебе что у тебя чисто психогенная эректильная дисфункция, что твой член работает как часы. Он за ночь, пока твои мозги отключены, он 6 раз встает. Вот, поэтому мы занимаемся чем? Психологией. Мы начинаем дружить твою голову с твоим членом. И не нужно здесь никаких прорывов. Либо мы наоборот, чтобы мы какие-то сосудистые компоненты не пропустили. То есть мы смотрим девайс, а там нет эрекций ночных. Либо там 1-2, еле-еле что-то там привстало. Значит, мы понимаем, что это мы уже тогда подключаем сосудистых хирургов, мы уже будем решать эти вопросы, какие-то уже более серьезные. То есть это для диагностики очень сильно помогает. Раньше, кстати, марки почтовые на член клеили. В смысле? Проверить, вот была ночью эрекция или нет. То есть Почтовые марки на член вот так наклеивали. Так. Помнишь раньше или ты не помнишь? Тебе сколько лет? Я не настолько молодой, чтобы не помнить почтовые марки. Почтовые 38. марки, которые не просто вот такие, а были маленькие, вот такие, которые прям реально наклеивали на письма, да, и они продавались такими длинными рулонами. То есть, соответственно, ты берешь вот эту почтовые марочки вот такие, вот так прям на член наклеиваешь, Так. все, и ложится спать мужик. И если почтовые марки разорвались, значит, ночью эрекция была. Так, надо попробовать. Лучше приди, я тебе девайс дам, резиночку для волос. Так интереснее, вживую. С марками интереснее, да? Конечно. Ну что, у нас все равно ограниченное время. Я не могу задать тебе прям все вопросы, которые у меня есть, представляешь? Это я, наверное, слишком разговорился. Не, все в порядке. В любом случае, это значит, что есть о чем еще поговорить. И, значит, есть еще возможность еще раз прийти, еще рассказать что-то. Поэтому давай коротенько... А может быть, что-то интересно людям? Зададут вопросы. Конечно, да, обязательно. Не без этого. То есть комментарии, я уже говорю, эти комментарии в ТикТоке, то еще место, где можно прочитать о себе, о подкасте, о своем госте, но только не о тех проблемах, которые... Конечно. Но все равно есть кто письмами все равно меряется, про член свой рассказывает, говорит, а у меня вот такое, это верно, а вот это хорошо, это нет. Есть такое. Такое больше в личку пишут, в директ сразу отправляют. Да, Поэтому с линейкой и с фотографией. Да, если есть вопросы по делу, то я всегда готов. И, кстати, о врачебной тайне, да, то, что еще многие переживают и думают, что это мой личный пунктик, да, то есть я страницу свою веду сам. У меня есть СММщики, да, которые помогают. Я, правда, сейчас всех уволил, разогнал. Вот. Но личные сообщения. Это личные сообщения между врачом и пациентом. Я приравниваю это как к амбулаторной карте. Доступ только у меня. То есть у меня никто из моих помощников никогда не имел возможность попасть в директ. Только в самом начале запрещен грамма, когда было, да, когда у меня помощница начинала отвечать в директ. Это был прям первый год моего контакта. Такого пиздеца наворотила. То есть мало того, что она отвечала неправильно пациентам, так она еще и очень плохо отвечала моим коллегам. И, соответственно, я с одним коллегой даже очень сильно за это поругался. Он так и не поверил, что это я ему написал, что это не я написала, а помощница. Вот. И поэтому в директе я отвечаю всегда сам, и доступа туда никому нет. Поэтому если личные интимные вопросы, я всегда отвечу.
но в рамках разумного, да. Только дикпики не присылать, только с разрешения. Можно скрытые. Да, скрытый хуй. Подтверждаю. Обязательно все контакты Андрея оставлю под видео. Сможете зайти, написать. Подтверждаю все, соответственно, выложенные слова Андреем о том, что я сам лично приходил к нему неоднократно. Помогает, решает проблемы. И это даже не реклама, это просто сарафанное радио для вас. Давай еще раз бахнем. Вот у меня тут есть блиц один забавный. Давай. Соответственно, коротенько. У какого мужчины больше шансов стать отцом? У фрилансера-геймера или бодибилдера, который работает сутками? А вот самый прикол, что у бодибилдера, который работает сутками, потому что он следит за своим здоровьем, и если он даже колет себе тестик, он умеет правильно выходить и делать себе ПКТ. А вот фрилансер-геймер, скорее всего, будет сидеть с застойным простатитом, с нарушением кровоснабжения в области малого таза, который с возрастом будет иметь проблемы. Кстати, именно поэтому я себе купил на работу стол с подъемным механизмом. Очень крутая штука. Я теперь временами стоя стою, работаю. Во-первых, я спасаю свою жопу от простатита, стараюсь это удлинить, этот процесс, да. Я постою, поработаю. Когда я устаю, я уже, соответственно, на коленках чувствую, да, что пора бы уже присесть, я присаживаюсь. Какой-то процесс, да, проходит временно, я посидел, отдохнул, опять стал, поработал. Вот. Ну, заодно Кстати, классно. есть такой девайс одной очень фирмы, не будем сейчас рекламировать, но если кому надо, обязательно расскажу, напишу. Существует такая подушечка. Так. Все слышали про упражнения, которые тренируют тазовое дно, мышцы Так. Кегеля, да? Угу. А есть такая штуковина, которая подключается девайс к твоему телефону. Угу. Там такая подушка, ты ее кладешь на свое рабочее место, ну, на свое кресло. Так. Вот. И, соответственно, подключаешься, и ты начинаешь играть в игру, пинать шарики в игрушки, как вот эти банальные. Ага. Но только ты эти шарики пинаешь напряжением лобково-копчиковой мышцы. То есть вот эта штука, на которую ты садишься, ты начинаешь тренировать, то есть напрягать лобково-копчиковую мышцу, она это чувствует, и, соответственно, чем ты сильнее ее напрягаешь, тем у тебя мячик быстрее летает. И вот как раз для офисных работников, для геймеров иногда поиграть нужно не только джойстиком, но еще и своей лобково-копчиковой мышцы. И это лучшая профилактика простатита и застойных явлений в тазу. Все, я хочу такую штуку, пришли Да, мне кстати, ссылку. очень крутая штука. Какой главный стереотип о мужском здоровье раздражает врачей больше всего? Вот тебе и блиц. Знаешь, вот такой вопрос врачей не раздражает ничего. Уже ничего не Уже ничего не раздражает. Ну, просто, наверное, ты в такой уже стадии, когда тебе уже ничего не раздражает. Да, в стадии такого Ты уже привык. принятия всего, да. Это раздражение идет, это вот как раз-таки больше по поводу незнания своего собственного организма и вот этих всех преувеличений, что начинают вот это придумывать и приходят со всякими вот этими от псевдоэкспертов новостями и говорит, что там, например, у меня сперма закончилась, потому что я уже 5400 раз кончил. Какие неожиданности, положительные или отрицательные, чаще всего приносят пациенты? Неожиданности – это в первую очередь то, что, знаешь, иногда говоришь, вот я вышел от вас, и все, мне стало все хорошо. То есть только поговорил, а уже... Полегчало. Да, полегчало ему. То есть вот как раз к тому, что мы больше являемся какими-то будками правды. То есть нам нужно выговориться с нами, поговорить. И это уже хватает иногда пациенту решить большинство вопросов. Но и самое главное, что те пациенты, которые дают обратную связь. То есть именно то, что говоришь, что да, не куда-то пропал, а может сказать, не помогло, либо там помогло. И вот это вот очень важно. Но это для тебя самый главный подарок. Да. А было, когда кто-нибудь, может, что-нибудь приносил вот такое необычное в знак того, что в благодарность, что спасибо вам, доктор, вы меня вылечили? А в прошлом году мне подарили 15-й iPhone. Так, думаешь, насколько интересно? В то ли ты направление пошел работать? Да нет, здесь вот наоборот, мы это урологи больше стали недооценены, особенно в репродуктивной медицине, да, то есть если, например, это я не жалею, мне это не нужно, да, то есть когда гинекологу женщине несут очень много там цветы, подарки, шампанское, там драгоценности какие-то, либо еще что-то, да, мне не носят, очень редко это, мне это не надо, а мне еще
еще сказали одни, что ты слишком самодостаточный, что по тебе видно, да, что у тебя там есть часы, телефон, машина хорошая. То есть уже осталось кисточку для пупка подарить. Ну, да, условно. Вот, поэтому мне главный подарок для меня сейчас – это обратная связь, фидбэк. То есть это положительный отзыв в отзывике, потому что агрегаторы играют сейчас очень решающую роль. И положительных отзывов все равно меньше, чем отрицательных. Но отрицательные отзывы – это показывает, что человек работает. Я всегда говорю, что мы вот, например, придем куда-нибудь кушать вкусное мясо, стейк, да? Нам его принесли, да, мы поели, мы этого хотели. Мы на чай ставили. Но если вдруг нам на 5 минут задержали, либо принесли не с кровью, а полностью прожарки, мы уже готовы сразу писать негативный отзыв. Да? Мы забываем писать положительные отзывы, которых не хватает нам. И я сейчас пытаюсь положительные отзывы писать везде, где мне реально оказали услугу положительную. Да? Там, сходил там, в аптеку, там, к примеру, там, посидел куда-то там в кафе в каком-то, оставить положительный отзыв, потому что они нужны для таких людей, у которых нет сарафана, но которые ищут сарафаны в просторе интернета. Ведь же покупной отзыв, его видно сразу. А когда от души человек написал, это самое главное. Мне никакие деньги не нужны, и 15-й iPhone я бы сам себе мог купить. Это был просто приятный бонус. Ну, приятный бонус, да. Согласен. Ну вот. А сейчас прошли те времена. Моему другу в свое время, урологу, клинику подарили. Клинику? Клинику, да. Но сейчас это уже не те времена. Вот. Поэтому... Неплохо. Ну что, будем заканчивать. Я хочу напомнить подписчикам, аудитории, которая смотрит, которая слушает, что именно ваша активность повышает возможности выскочить этому подкасту в рекомендациях. Это комментарии, колокольчики, опять-таки подписка, пересылка, репост, все что угодно. Это все очень помогает. Я заранее говорю вам всем спасибо, благодарю всем тем, кто пишет комментарии. Я их читаю, каждый я читаю комментарий и отвечаю только я сам. Как вот и Андрей сказал, что он в своем директе отвечает своим пациентам сам лично. Так и я здесь. Пишите. Я буду продолжать сезон. Мне это нравится. Я хочу, чтобы была польза от моего контента и продукта. И вот мы с Андреем вот эту благородную миссию сегодня продолжили. Большое тебе спасибо. Да, спасибо тебе за то, что пригласил к себе. Да, у меня был врач, сексолог, андролог, эндокринолог. Что еще я забыл? Уролог. Самое главное. Врач в ультразвуковой диагностике. Вот это все. И же все. Андрей Лычагин. Все ссылки под описанием. Ну и, собственно, где слушать, смотреть подкаст, то же самое все будет под видео. Всем пока, удачи. Спасибо. Приходит мне смс-ка. Он говорит: доктор, я понял, что вы мой. Я говорю: в смысле? Когда вы сказали слово «хуйня», я понял, что мы с вами можем общаться на одном языке.